Забудьте все, что мы видели в учебниках про доисторическую жизнь. Прямо сейчас, в земле на русской равнине, от Северной Двины на севере до Камы и Вятки, лежат кости существ, которые ходили по земле задолго до первого динозавра. Не в Африке, не в Америке, а именно здесь, в России, нашли лучшие в мире скелеты некоторых из этих животных. Не ящерицы, не млекопитающие, совсем другие. Но это их мир. Мир, из которого в итоге вышли все млекопитающие на планете, включая нас с вами. Целый период в истории Земли назвали в честь русского города, а большинство из нас об этом даже не подозревает. Сегодня мы это исправим. Чтобы понять, кого именно нашли в этих берегах, надо сначала понять, куда мы отправляемся. Около 260-252 миллионов лет назад, поздний пермский период. До первого динозавра еще больше 20 миллионов лет. В то время вся суша планеты была собрана в один гигантский материк – Пангею. Никакой отдельной Европы или Америки. Один сплошной континент, окруженный единым океаном. Место, где сейчас Урал и Прикамье, лежало примерно в умеренных широтах. Климат теплый, местами засушливый, с сезонными дождями. Поймы рек, мелкие озера, открытые равнины. Представьте, мы стоим на этом берегу, и вокруг только папоротники, хвощи и первые голосеменные. Ни одной привычной нам травинки, ни обычных лугов и ни единого цветка на всей планете. Они появятся только через 130 миллионов лет. Мир наших предков был зеленым, но это была совсем чужая зелень. Кислорода в воздухе, по ряду оценок, было меньше, чем сейчас. Это был мир, где у наших предков было все для жизни, и где смерть подстерегала каждый день. Вот тут и начинается самое интересное. Если вам, как и мне, интересно узнать, как все было на самом деле, без сказок из голливудских фильмов, подпишитесь. Дальше я покажу зверя, чьи клыки были длиной с человеческую ладонь. Вот чего большинство из нас не понимает. И это принципиально важно. Когда говорят «зверозубые ящеры», название сбивает с толку. Слово «ящер» здесь неточное. И не потому, что эти животные были красивее ящериц, а потому, что они с самого начала были совсем другой ветвью жизни. Объясню, как так вышло. Около 320 миллионов лет назад наземные позвоночные разделились на два великих ствола. Первый – рептилии и птицы, второй – синапсиды, от которых в итоге произошли все млекопитающие. Мы с вами синапсиды, конечная точка этой ветви. Синапсиды – это не ящеры, которые превратились в зверей. Это отдельная линия, которая с самого старта шла своим путем. Медленно, через сотни миллионов лет, через череду катастроф, но неуклонно в сторону того, что мы видим сегодня в зеркале. Как палеонтолог отличает синапсиду от рептилии? По одной дырке в черепе. У синапсид одно височное отверстие с каждой стороны, у большинства рептилий два. Звучит как мелочь, но именно по этой мелочи ученые читают, к какому из двух великих стволов принадлежит найденный череп. Внутри синапсид эволюция тоже не стояла на месте. Сначала были ранние формы пеликозавры, примерно 305-270 миллионов лет назад. Потом пришли терапсиды, зверозубые, более поздняя и продвинутая группа. Именно они дали начало настоящим млекопитающим. И именно они – герои нашего фильма. Есть на планете места, где время записано в камне слоями, как страницы книги. «Русская равнина» – одно из них. Но у этой книги есть автор, и история его открытия почти детективная. В 1841 году британский геолог Родерик Мёрчисон приехал изучать здешние породы и понял – перед ним целый пласт истории Земли, которому нет названия. Он назвал его Пермским, по имени города Пермь. Это единственный период геологической истории Земли, названный по российскому городу. Об этом говорят геологи на всех языках мира, и почти никто в самой России этого не знает. Но настоящая сенсация ждала под землей, и у нее было конкретное имя – Владимир Прохорович Амалицкий. Вот история, которую стоит знать. В конце XIX века Амалицкий вынашивал дерзкую идею. Он знал, что в Южной Африке и в Индии находят пермских наземных животных, и рассуждал так. Если в Перми вся суша была единым материком,
то те же группы животных должны были жить и на территории России. Вдумайтесь, что это значит. Он, по сути, искал доказательства того, что континенты когда-то были соединены, за десятилетия до того, как теория дрейфа материков стала общепринятой. Он тратил годы жизни, копаясь в северных оврагах ради догадки, которую тогда еще нельзя было доказать. Многие сочли бы это чудачеством, но Амалицкий рискнул и выиграл. Он искал вдоль рек русского севера, по Сухоне, по Северной Двине, годами. И у местечка Соколки на Малой Северной Двине, недалеко от Котласа, он нашел то, что искал. Это была не одна кость, это было целое кладбище. Линзы песчаника, набитые скелетами. Целые туши, погребенные когда-то речными наносами и сохранившиеся почти целиком. В самом начале 20 века он вывез отсюда десятки тонн породы с костями. Их препарировали годами. И эта северодвинская коллекция стала золотым фондом российской палеонтологии, той, что сегодня хранится в Палеонтологическом музее в Москве. И вот что важно понимать. Это были одни из лучших по сохранности находок пермских наземных животных в мире. Не обломки, целые звери. Благодаря Амалицкому Россия встала в один ряд с Южной Африкой, как ключевое место для изучения происхождения млекопитающих. Что там было? Хищники и травоядные, размером от кошки до быка. И среди них иностранцевия, крупный хищный терапсид, до 3,5 метров в длину, череп около 60 сантиметров, саблевидные клыки длиной с ладонь. И даже ее имя – часть этой русской истории. Иностранцевию описали в 1922 году по материалам Амалицкого и назвали в честь русского геолога Александра Александровича Иностранцева. Но находки Амалицкого не единственные. На реке Вятке у города Котельнич в Кировской области тянутся высокие красные обрывы. Одно из богатейших в мире местонахождений пермских наземных животных. И это местонахождение до сих пор живое. Каждую весну река вымывает из обрыва новые кости. Прямо сейчас, пока вы это смотрите, где-то там из глины показывается череп, которого еще не касалась рука человека. Рядом с иностранцевией в тех же слоях жили дицинодонты, травоядные с роговым клювом и парой бивней. И цинодонты – та самая группа, от которой напрямую пошли млекопитающие. Только сразу проясним важное, чтобы не запутаться. Иностранцевия не наш предок. Это тупиковая, хоть и впечатляющая, боковая ветвь. Она вымерла бесследно. А вот цинодонты – куда более скромные существа. И есть та самая линия, что через десятки миллионов лет привела к млекопитающим. Иностранцевия – это грозный сосед наших предков по эпохе. Наши предки – те, что помельче и поневзрачнее. Но все вместе это не просто много костей. Это одна из лучших в мире летописей превращения рептилиеподобных существ в зверей, а значит, в нас. Около 254 миллионов лет назад. Пологий берег мелкого озера, красная земля, редкие хвощи у воды. У берега пьет крупное животное – дицинодонт. Массивное, низкое, похожее на бочку тело, короткая шея, роговой клюв, размером с небольшую корову. Он переступает широко расставленными лапами, не под телом, как у нас, но и не совсем в стороны, как у крокодила, что-то среднее. Он не знает, что рядом лежит иностранцевия. 3,5 метра хищника, массивный череп с вытянутой мордой, огромные изогнутые клыки торчат из верхней челюсти. И вот что переворачивает картину. Знаменитый саблезубый тигр из ледникового периода появится только через 250 миллиарда лет после иностранцевии. Саблезубость, форма клыков-кинжалов, возникала в истории Земли много раз у совершенно разных животных. И одними из самых первых ее обрели именно горгонопсы, к которым относится иностранцевия. Она была саблезубой еще до того, как на планете появился первый динозавр. Что мы знаем о ней точно по черепу? Это был специализированный убийца. Челюсти открывались широко, клыки предназначались, чтобы протыкать, а не жевать. Это не фантазия, это биомеханика, рассчитанная по форме костей. Такие хищники, судя по строению тела, не были бегунами на длинные дистанции. Скорее, засадники с одним коротким смертельным броском.
А то, что скелеты этих хищников находят рядом со скелетами дицинодонтов, прямо говорит нам, кто на кого охотился. И вот что не отпускает. Эта сцена «Хищник у древнего озера» разыгрывалась там, где сегодня течет Кама, Вятка или Северная Двина. Там, где сейчас стоят дома и живут люди. Это наша земля. И это в буквальном смысле наша история.